И снова здравствуйте, мои подписчики, гости моего канала. Вот, и опять мы с вами встретились, опять я что-то, очередную аферу задумала. Вы же знаете, фантазерка же я. Что я сегодня задумала? Котлетки. Котлетки непростые. А котлетки будем мы сегодня готовить вегетарианские, ну почти. Ну, как-то мы, мясоеды, немножко забыли про тех людей. Я надеюсь, что у меня есть и подписчики, и гости канала заходят. И я решила про них немножко подумать. Не только немножко, если они еще будут предлагать мне какие-то версии, обязательно мы будем готовить и вегетарианскую еду. Вы же прекрасно помните, что я работала поваром везде и очень-очень много лет. Я и повар, и кондитер. Короче, вперед, делаем котлетки из цукини. Итак, все у нас для этого есть. Цукини 2 штуки, морковка, чесночок, остальное дальше я вам расскажу. Сначала мне надо чесночок, 2 зубчика, чтобы не забыть потом, а то я могу забыть иногда. Ну, вот, мои хорошие. 2 зубчика, если средних. А если так, как у меня один такой средний, а 2 маленьких даю, чтобы было нормально. Все. Это мы приготовили, потом остальное будем готовить. Но нам в первую очередь что надо? Натереть. Ой, простите, что-то запершило в горле. Натереть нам нужно цукини на крупную терку. Вот, мои хорошие. Как у вас дела? Скажите мне, пожалуйста. А то я про еду, а вас даже не спросила. Мои домоседы, как и я. Как у вас дела, как настроение, что вы готовили? Расскажите мне в комментариях, напишите. Может, у вас какие-то эксклюзивные есть эти рецепты. Может, вы мне что-то предложите, и мы вместе с вами попробуем это сделать. Вот. 2 цукини я натираю. Хочу вам рассказать, мои хорошие, один раз, так, я на себя немножко любимую, один раз я пришла в одну семью работать. Ну, помните, повар я, да? И никогда в жизни вегетарианских блюд я не делала. А там пришлось. Господи, боже мой. Я вообще думала, что овощи это, ну, это такое. Помидорка, огурец кушать. И как в детстве там какие-то цукини сделать, оладушки туда-сюда. Господи, кто-то уже опять пишет. Вот. А это, оказывается, такое вкусное все. Как начала я готовить. Ну, естественно, я подучилась. Но это такие вкусные все овощи. Если их, конечно, правильно приготовить. И если их знать, как приготовить, то это вообще шикарнейшее. Вот, мои хорошие. Вот тут у меня уже я натерла цукини. Сейчас за собой это все хочу вам показать, чтобы вы видели. Вот смотрите. Это все на сытко. Пускай стекает. Потом мы будем брать его к нашему основному. Она же ингредиент наш самый основной. Это цукини, да? Цукини, котлеты. Вот, мои хорошие.
я посолила цукини и на сито оно пускает сочек. Цукини пустит сочек, стечет. Затем быстренько натираю нашу морковочку. Даже те, кто не вегетарианцы, им понравится эти котлетка, потому что там идет еще. Ну, сейчас вы посмотрите, не буду наперед забегать, мои хорошие. Скажите мне, пожалуйста, вы тоже едите вот эту морковку, что остается? Я постоянно, не знаю, что это такое, но постоянно я ее не упускаю. Никогда. Вот, мои хорошие, морковку мы натерли. Также сюда же натираем сыр. Твердый сыр, любой, на ваш вкус. Конечно, чем подороже, тем вкуснее. Например, пармезан. Очень вкусный. Ну, можно давать любой сыр. Главное, чтобы твердый. Мой уже согрелся. Чуть уже не растаял тут на кухне. Потому что моя кухня уютная и тепленькая. Вот так. Вот это мы все, подождите, закидываем вот сюда. Уже какая-то красочная картина получается. Чесночок мы также сюда. Но на этой терочке я не давлю, заметили? На этой терочке. Господи, что это сегодня? Вот. Маленький просто чесночок. Очень маленький. Надо покупать такой хороший. Вот. Вот, мои хорошие. Это чесночок, морковка. Это все туда. Мы все туда закинули. А сейчас что нам нужно? Яичко. Даю 2. Не больше, потому что нам больше и не нужно. Пока перемешиваю вилочкой. Вот так. Вилочкой пока мешаем мы. Прям просится немножко петрушки добавить туда. Прям просится. Прям просится немножечко петрушки. Но опять же, не мелко мы петрушку нарезаем, а хаотично. Вот, вот, мои хорошие. Вот, раз, два, три, и готово. Ручки надо повытирать обязательно. Так, мешаем яйцо наше. Ничего не солим, не перчим. Когда мы добавим сюда цукини, тогда мы начнем перчить и солить, и добавлять все, что угодно. Вот наши цукини. Сейчас мы его и сделаем. Выдавливаем. Выдавливаем этот сок. Боже мой. Какая вкуснота. Смотрите, какая вкуснота. И своим деткам можете, у меня даже внук может покушать эту котлетку. Вы своим деткам, внукам можете предложить. Увидите, им понравится. Очень вкусная. Еще для деток с вами надо что-то придумать. Да? Я подумаю в своих архивах, в голове поищу для деток такие хорошие блюда, легкие, чтобы вам удобно было дома, и доступные блюдочка такие, чтобы вы сделали для своих деток. Как, мои хорошие, вы пишите мне в комментарии, пишите, что вы смотрите со мной, и я понимаю, что у меня поддержка есть. Огромная поддержка. Спасибо вам огромное.
так, вуаля. И у нас еще... Ой, господи, не могу эту муку достать. Простите, пожалуйста, что не вовремя достала, но я уже здесь. Вот смотрите. Это перемешиваю сейчас. Вот, смотрите. Вымешиваем наш фарш на котлетки. Это овощной фарш наш. Будем называть его так. Вот. Итак, мои хорошие, добавляю немножко перца. Вот так. Если это будете лучше кушать, я прям чуть-чуть. Немножко соли. Боже, вы не представляете, это со сметанкой бомба будет. Перемешиваем. Подождите, а то я так хочу вам быстро показать это все, чтобы вы уже увидели результат. И даю 2 ложечки муки. Тот, кто не ест муку, много, может, зрителей есть или подписчики, глютен, без глютен не едят, то есть специальная мука безглютеновая, без всяких этих, и можно давать эту муку. Также, естественно, рисовая, гречневая мука есть. Еще можно давать эту муку. Вот, смотрите. Итак, мои хорошие, мы уже овощной фарш сделали. Берем немножко, сейчас я вам скажу, оливковое масло. Естественно, мы будем жарить, раз вегетарианское, значит, будем мы жарить на оливковом масле. И делаем наши котлетки вот такие. Я ложечкой делаю. Вот, мои хорошие. Так что, ой, вы знаете, я вспоминаю свой первый рабочий день в вегетарианской семье. Честно, давно я уже не делала вот эти вегетарианские блюда, если честно. Вот смотрите, какие красивые, красочные эти наши будут котлетки. Просто шедевры. Шедевры наши. Я уверена, что вам, мои хорошие, понравятся. Не смотрите, что они вот такие чуть-чуть жидковатые, ничего страшного. Они сейчас будут у нас жариться, и все будут такие, как нужно. Смотрите. Ну, внук мой поест сегодня таких бабушкиных вегетарианских котлеток. Конечно, он у нас мальчик. Когда вырастет, он у нас мясо будет кушать, конечно, но никак. А кто его вообще-то знает? Я тут думаю, я тут мечтаю, да? Скажите, а кто его знает, как они вырастут и что они будут кушать? И как они будут кушать? Короче, ну, мы, бабушки, всегда фантазерки. Бабушка, как всегда, внученьки, внучки, внучата. Это для нас лучше наших детей, потому что детей некогда было воспитывать и нянчиться с ними. Бежали на работу, оставляли на родителей и побежали деньги зарабатывать. А уже с внуками у нас совсем другая любовь. Потому и говорят, что внуков любим больше, чем... Вот мои сладкие, немножко масла наливаем.
Немножко масла. Сковородочка. Нам главное, чтобы сковородочка разогрелась. Где у нас кисточка? Чтобы сковородочка разогрелась. Во, супер. Как раз супер-супер у нас получилось. И сейчас мы будем наши котлетки выкладывать. Вот. Вот, смотрите. Какая красота. Неописуемо. Вегетарианские котлетки из цукини. Даже можно из кабачка, не только с цукини. С кабачка также получится. Такие же котлетка будут. Вот мы вот так сейчас делаем их. Вот смотрите. О, красота. Вот. И вот, мои хорошие, у нас уже, смотрите, какие красивые котлетки получились. Просто невероятные котлеточки. И прямо мы их перевернули и накрываем сковородочкой. Вот прямо на минуточку. Минуточку накрываем сковородку. Вот, мои хорошие, наши котлетки минутку постояли под крышечкой, и мы их достаем. Вот какие красивые, боже мой, какая красота у нас будет, смотрите. И выкладываем на бумажное полотенце. И поливаем опять же мы быстренько маслицем. И ставим следующую партию. Видели, что я масло немного даю. Прям немножко. Не надо его. Ему хватает еще своей жидкости. Вот, смотрите, какая красота наша. Вот, мои хорошие. Вот. Вот. Ну вот, мои хорошие, мы с вами сделали вегетарианские котлетки из цукини, морковки. Смотрите, какие они прекрасные, сочные. Попробуйте, детям обязательно понравится. И я думаю, что вам тоже понравится. Если что, мы с вами еще сделаем раз. Если вы хорошо не просмотрели меня, но я думаю, что вы меня внимательно всегда смотрите и делаете мои рецепты вместе со мной, либо попозже. Запоминайте, вы же у меня умнички. Вот, и на этой прекраснейшей, вкуснейшей ноте вегетарианской мы с вами прощаемся до следующей рубрики. И пока-пока!